украденные нашими хакерами, ранее полученные спецслужбами США при телепатическом контакте квантового компьютера, усиленного биотехнологиями. Данный компьютер имеет способность в рандомном порядке входить в телепатический контакт по запросу извне. Задание для квантового компьютера, по всей видимости, было следующим: обеспечить устойчивую ментально-кинетическую связь с любым существом человеческого порядка. Аналитик держал в руках отпечатанные бланки. Впереди прорва работы. Он и его отдел должны переформатировать уйму данных. Диалоги, сведения, полученные при проведении контакта биокомпьютера с неизвестным человеком, который, по всей видимости, попал в плен к инопланетянам. Передо мной стояло несколько существ. Телами это были скорее люди, чем некто. Это были гиганты, никак не меньше 3, а может и 4 метров в высоту. Эй, кто-нибудь здесь есть? В настоящее время нам доподлинно известно, что в космосе присутствует множество цивилизаций, о которых... Господи, они ведь заживо были погружены в эти призмы. Для чего? Для чего я был похищен на этот космический, брошенный, погибший корабль, разбитый и застрявший где-то на Луне? Для того, чтобы понять, что гуманоидные, шестипалые инопланетные гиганты, облаченные в обтягивающие комбинезонные сферы, тоже смертны? Или для того, чтобы познать их величие и суть их истории? Я уже потерял ход времени. Сколько я здесь? Сутки? 2? Неделю? Постепенно наступало истощение организма. Все чаще возникали приступы изнуряющей тошноты и головной боли. В глазах появлялись черные вспышки. Я брел по бесконечному коридору многомильного корабля. Как будто меня нарочно вывели в этот коридор и хотели заставить пройти его из начала в конец. Изучая барельефы на стенах и сферы, покрытые изображениями. При прикосновении к изображениям в голове как будто открывался портал. Образы проникали прямо в разум и раскрывались во всей сокрушительной динамике и свете. Взгляд снова заволокло черными вспышками, которые били внутрь и пульсировали, закрывая обзор, ослепляли. К этому всему добавилась тошнота. В этот миг я осознал чутьем, почувствовал и ужаснулся. Это ведь радиация. Точная радиация. Очень мощное поле, в котором я пребываю уже бог весть знает сколько. Пусть не с самого начала пути, но все-таки возникло чувство и уверенность в том, что я смертник. Я подохну здесь от голода, истощения. Но сейчас, когда я понял, что меня окружает радиация, возникло чувство страха. Я не хотел умирать так. От чего-то неестественного. Я оперся об рельефную стену, покрытую белоснежным веществом или материалом, наподобие нашей слоновой кости. Изображение являло моему зрению битву между первобытными людьми и невообразимыми монстрами, исполинскими великанами с человеческими телами и звериными головами. Какие-то из монстров представляли собой гибриды рептилий. В приступе бессилия я оперся об рельеф, забыв, что касание к любому изображению моментально уносит разум в те эпохи, внедряя мое «я» в водоворот тогдашних событий. Я увидел, как громадная модульная конструкция вбилась многометровым корпусом в скальный берег. Конструкция горела синим приземистым пламенем. Мне казалось, что это пламя не обжигает, оно безопасно. Я был внутри видения, но при этом как бы был и над ним. Великий и громадный, будто творец всего сущего. Подождите, это ковчег? В голове прозвучал голос, который ранее уже говорил со мной. Это была суть корабля, его мозг, управляющая матрица, контактирующая с ментальными фибрами. На вашем языке дар — это хранилище всего сущего, живого и правильно созданного на вашей планете в дни первородства живых мыслящих существ. Затем голос буквально прокричал над моим ухом. «Смотри, не отрываясь!» Я увидел, как буквально сквозь стену громадной конструкции, представляющей собой прямоугольник, разбитый на громадные ячейки, на скалистый берег выступают различные живые существа. Звери и птицы. Это было вавилонское празднество. Водоворот существ. Они подчинялись сильному пси-излучению и шли ровной вереницей, толщина которой превышала несколько сотен метров. Среди живых существ, которых я никогда до этого не видел и которые не имели ничего общего с современной флорой и фауной, шли и человекообразные существа. Абсолютно голые, красиво сложенные, белокожие. Нет, не просто белокожие, их кожа была белоснежной, глаза имели красный оттенок и светились внутренним светом.
большие рты и немного приплюснутые носы. Существа. Человекообразные существа. Или все-таки люди. Голос снова проникал в разум. Это один из экспериментов. Это люди планеты Лицея. Ваши ученые называют ее Фаэтон. После планетарной катастрофы часть людей была перенаселена на третью планету Солнечной системы. На Землю. Да. Смотри. Следующий образ являл мне картину битвы в Предлеске, зажатой между грандиозных, громадных скальных отрогов. Это была долина Котлован, на дне которого белокожие сыны чужой планеты сражались со страшными исполинскими существами, шестипалыми гигантами, звериные морды которых были ощерены гневным оскалом. Монстры атаковали редкими волнами. Их было значительно меньше, но они были сильнее. Они устрашали одним только своим видом. Между них вперед рвались рептилоидные, зубастые твари, по всей видимости лишенные разума. Что было удивительно, так то, что белокожие люди использовали некое подобие огнестрельного оружия. Земля была заселена гибридами тысячи лет назад. Это был эксперимент. Должна была победить сильнейшая раса. Я понял, что по всей видимости победили белокожие люди, полностью истребив гигантов и рептильных существ. Их трупами были завалены долины, распадки и пещеры. Белокожие оставляли трупы на тех же местах, где убивались гиганты, а сами продвигались вглубь материка, расселяясь на громадной территории. Книга Бытия, глава 6, разделы с 1 по 4, говорит нам: когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал, и сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками семи, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издревле славные люди. Это одно из косвенных доказательств того, что на геном человека осуществлялось определенного рода воздействие извне, то есть инопланетное воздействие. Мы не можем доказать это эмпирическим или опытным путем, но мы можем полагаться на косвенные доказательства. Я не знал, какие эпохи и времена затрагивают образы, внедряемые в мой разум. Но было ясно, все это произошло после библейского потопа. Внезапно меня пронзил приступ удушья. Я опустился на колени, держась за горло. Я ощутил боль, которую испытывали белокожие. Они задыхались, падали навзничь, катались по земле и медленно умирали. Гигантская эпидемия охватила всю их популяцию, и я увидел, как над поселением белокожих, укрывшихся в глинобитных домах, завис плоский космический корабль. Он менял свою форму, растекался как вода и снова формировался в блин, а затем и в сферу. Это было грандиозное зрелище, чего-то несуществующего, неясного и страшного. Страшного своей нависающей неотвратимостью, величиной. Я ждал, что сфера прольется на поселение, но вместо этого она как будто втянула его в себя на мгновение, накрыв серебристым, льющимся, густым и, кажется, осязаемым светом. Белоснежная пара, хорошо сложенный мужчина с горящими красными глазами и, по всей видимости, его женщина с прекрасной фигурой в набедренной повязке лежали на столе. Над ними работали автоматические установки, пронизывающие вены тонкими трубчатыми отростками. По ним из тела что-то отбиралось, какие-то образцы. Я видел, как приборы воздействуют на головной и спиной мозг, глазные нервы. Голос в голове давал пояснение. Гиганты-исполины при смерти источали токсин, попадающий в почву и воду. Существа были заражены. Эпидемия перешла в пандемию. Пришлось вторгаться в геном и совершенствовать его. Ты видишь перед собой первых людей, подвергшихся видоизменению. Это самое начало вашего человеческого рода. Черная вспышка, закрывшая зрение и обжегшая мои глаза, вырвала меня из видения. Я упал и потерял сознание. Внешность Ноя в Библии четко не описана, но книга Енуха в апокрифах ярко изображает его с бело-красной кожей, белыми волосами и светлыми красными глазами. Некоторые предполагают, что Ной, возможно, страдал альбинизмом или мог быть частично нефилимом, учитывая уникальные физические черты. В качестве нефилимов нами подозревается мощное инопланетное воздействие в геном человека, которое преобразовало генетику человека, переселенного с планеты Фаэтон, в того человека, который существует в наши дни.
Считается, что уникальные физические черты Ноя были божественными и означали его призвание построить ковчег. В качестве ковчега нами подозревается мощная технологическая станция по перемещению генотипов и существующих живых существ между планетами. Не приходя в сознание, я продолжал видеть. Что это было? Видение или сон? Я не понимал и не мог дать себе ответ. Я был беспомощен. Возможно, наступили последние минуты моей жизни, если я не смогу проснуться. В громадном закатном небе, сокрытый облаками, завис космический корабль, представляющий собой полуразрушенное замкнутое кольцо. Корабль был грандиозен. Застыв в верхних слоях атмосферы над облаками, не было понятно, какая сила удержит его в воздухе, но при этом было понятно, корабль разрушен. Возможно, на корабль напали, и он ушел ближе к поверхности планеты из-за предельных далей космоса. Намеревался скрыться, но так и остался на долгие десятилетия. Возможно, он по своей воле выжидал и наблюдал за ходом развития разумной жизни на Земле. Голос в голове прогремел как гром. Это был не сон, а очередное видение, наведенное мыслящими мощностями корабля, в котором я был заточен. Смотри. Смотри! Приглядевшись вниз, как будто я стоял на краю кольцевого корабля, я увидел множество людей. Многие сотни тысяч, возможно и миллионы. Обычные люди, но среди них появлялись и белокожие с красными горящими глазами. В толпах и смятениях я даже, кажется, увидел несколько гигантов, порабощенных и удерживаемых цепями. Вручную и с помощью неизвестных мне летательных аппаратов, установок и механизмов люди и гиганты-рабы возводили громадные сооружения. Время ускорялось, все двигалось с невообразимой скоростью, и вот громадное, грандиозное строение достигло нижней грани поверхности кольцевого корабля. Люди стремились ввысь. Внезапно гигантское кольцо стало раскручиваться, рассыпая в сторону по всему небу сгустки пламени. Небо горело. С ужасающим грохотом кольцо перевернулось, и центр строения оказался как бы заключен в его границе. Еще миг, и все громадное здание башни обрушилось вниз, увлекая за собой людей, снующих в спиральных залах, таскающих прозрачные и желтоватые блоки. Катастрофа. Невероятное и страшное зрелище. Башня рухнула, похоронив под собой все живое. Люди живыми волнами разбегались, давя друг друга. Это было страшнее, чем военные хроники многотысячных атак на укрепленные пулеметы и пушки. Я ни с чем не смог сравнить этот ужас и свой страх. Видение сменилось следующим. Кажется, прошли тысячи лет, и на месте обломков появились горные массивы. Голос отрывисто произнес: В вашей географии это Армянское Нагорье, границы древней Месопотамии. Я в восторге и ужасе прошептал: «Вавилонская башня?» Вавилонская башня или Вавилонское столпотворение, описанное в книге «Бытия», на наш взгляд является попыткой первоначального контакта человечества, существующего в ту эпоху, с инопланетными силами, проявленными в виде космического корабля, зависшего в атмосфере на недосягаемую для человеческой техники того времени высоту. Людьми было принято решение построить башню и достичь этого корабля. Впоследствии нам известно, что на людей было оказано мощное наведенное психокинетическое воздействие, которое разделило людей на группы и языки. Возможно, оказывалось еще психохимическое воздействие и обработка, поскольку в некоторых толкованиях легенды о Вавилонской башне рассказывается о неких существах, распылявших порошкообразное вещество, вдыхаемое людьми.